Здорово. Честно, в свое время очень боялся пробовать на себе данный шутер, так как моя основная игровая платформа это Xbox, а шутер имеет как бы нотки реализма. Но потом я вспомнил, что мой уровень отбитости доходил до игры в DayZ на геймпаде, потому чё уж тут выпендриваться. Сегодня я, пожилой геймер, решил побухтеть с вами на тему такой замечательной игры, как Insurgency Sandstorm. Insurgency Sandstorm — это тактический шутер от первого лица в сеттинге войны на Ближнем Востоке, разработанный компанией New World Interactive под издательством Focus Home Interactive. Игра выдерживает идеальный баланс реализма и аркадности. Конкретно от реализма здесь поведение оружия и ТТК. Снайперские винтовки убивают с одного выстрела, если попадаешь с любого оружия в голову, это смерть, и никакой тебя бронежилет от этого не спасет. Любая стрельба зажимом перемещает в секунды вашу камеру в небо, и никакие гейские рукоятки по уменьшению отдачи тебе не помогут. Либо учись контролировать отдачу, либо пользуйся одиночной стрельбой, которая в этой игре, в отличие от других аркадных шутеров, не является бесполезным куском говна. И как раз это меня отталкивало играть в этот шутер на Xbox. Но, к моему удивлению, разрабы справились неплохо с портом на консоли. Играется довольно приятно и бодро. Как раз таки вот это реалистичное поведение очень скрашивает и делает стрельбу в игре одной из лучших, если не лучшей, с которой мне доводилось сталкиваться в милитари-шутерах. Причем стрельба хороша во всем: звуки, анимации, поведение оружия, падение тела противника после его убийства тоже очень классно выглядит. Оружие здесь делится по командам. У Security разное оружие натовского образца: эмки, ауги, векторы и прочее. У инсургентов калаши, АСВалы, фамасы и так далее. И сколько бы всякие продавцы новых частей колды не кричали в своих обзорах, как приятно каждый раз пробовать новые пушки и что ты можешь играть как хочешь, забывают о том, что после прокачки любая пушка становится ёбаным лазерганом и мало чем начинает отличаться от всего остального прокачанного оружия, с которым потом все бегают. Тут же система, как в старых частях колды. Либо бегаешь с пушкой, обвешанной кучей модулей, но тогда, извини, дружок, на гранаты очков у тебя не осталось. Либо же наоборот, хочешь иметь все в балансе, тогда возьми пушку подешевле, поставь на нее лишь прицел, зато у тебя будет броня, гранаты, а на сдачу, возможно, возьмешь себе противогаз, чтобы не кашлять на всю карту и противники знали, что ты бежишь через дым. В общем, оружие выглядит, звучит и ощущается тут шикарно. Причем можно собрать что-то упоротое и все равно будет ощущаться хорошо. Что-то вроде снайперского револьвера, только главное, чтобы руки не забывали прогружаться. Так и бегать с Барреттом на близкой дистанции, отхерачивая конечности своих противников. А так как я Souls Enjoyer, как-то от нехер делать решил побегать пиромантом, не брав ничего, кроме коктейля Молотова. Стоит уточнить, что здесь нет киллстриков и в целом никакой индикации, попал ты в противника или убил его. Единственное, как ты можешь это понять, если непосредственно сам увидишь падающее тело, либо по сильному брызгу крови, либо же по крикам противника. А на таблице вам не показывают ваш КД, пока вы не будете на экране спауна. В зависимости от выбранного оружия, тут много каких мест еще и простреливаются, причем даже стены. Стоит сказать, что перечисленные элементы сильно добавляют очков иммерсивности во время матчей. Также в этой игре есть классы. Автоматчик — стандартный класс, чтобы собрать себе усередненного боевика. Прорывник в своем арсенале имеет ППшки и дробовики. Усведомитель — чел с классными нестандартными пушками, которых нет в других классах. Например, у Security мне очень нравится Тавор или Вектор, а у инсургентов коротышка калаша, он же АКС. Взрывник. Арсенал похож на автоматчика, но и не прочь с собой взять РПГ или поставить на свой калаш какой-то подствольник, которым можно подорвать противника. То есть снайпер сидит где-то в крысу и обстреливает потерявшихся бомжей на карте, причем выстрел со снайперки в 96% случаев ваншотит, если вы только не попадете в ногу. Пулеметчик. Как и с предыдущим классом, все понятно
понятно по названию. В силу того, что у пулеметов в игре конская отдача, бегать как с Авансисом из БФ-2042 тут не получится. Чаще класс хорош, если вы с той категории существ как снайпер, но у вас все еще руки кривые. Легли на краю карту, поставили на сошки пулемет и убивайте все, что движется. При этом пулемет позволяет очень хорошо простреливать укрытие. Хотел бы отдельно выделить командира и наблюдателя. Никаких особенностей вооружения у них нет, но зато командир имеет бинокль, с помощью которого может вызывать артиллерию в определенное место, или же вертолет с пулеметом, в общем, поддержку. А наблюдателю же нужно тусоваться недалеко от него, чтобы его оборонять и передавать приказ командира этой самой поддержки, выступая что-то вроде связиста, что добавляет еще одну каплю реализма и иммерсивности. Хоть и классы на самом деле здесь на первый взгляд могут выдать Insurgency как действительно жесткий тактический шутер, но реальность немного иная. Да, как и в любом шутере, командная игра дает больший выхлоп, но тут большинство бегают в одиночку и вполне неплохо себя чувствуют. При этом есть чудесный проксимити чат, в котором часто игроки могут передать как ценную инфу, так и просто хуями обкладывать тупых тиммейтов, но при этом самому находиться на последнем месте с 1000 уровнем. Ну или после матча в общем чате кричать что-то угарное про Аллаха, но такое демонстрировать, боюсь, YouTube не запретит. Режимы тут делятся на PvP и PvE. PvE режимы я не очень люблю, но они хороши для того, чтобы разобраться в основных механиках игры и пристреляться. Причем знаю, что некоторые игроки играют только в PvE режимы. И неудивительно, ведь боты тут далеко не самые тупые. А вот про PvP я могу детально рассказать. Начну с режимов, которые мне лично нравятся. Конечно же, пуш. Стандартный режим, под который здесь балансятся все карты. В нем одна команда атакует точку, другая защищается. Что-то вроде прорыва из Battlefield. Но у атакующей команды меньше количества волн. Количество волн будет пополняться, если атакующая команда будет захватывать одну точку за другой. Таких точек всегда несколько, но если атакующая дошла до последней, тогда у защищающейся команды счетчик волн аннулируется. И, соответственно, атакующая может, не захватывая ее, просто добить выживших. В целом, не всегда важно точку захватить, можно просто уничтожить все волны противника, и этого будет хватать, чтобы победить. Но проблема в том, что на начале игры у атакующей команды 5 волн, а у защищающейся, по-моему, 20. Потому атакующим на начальных этапах проще захватывать точки. Defusal. Довольно динамичный режим, чем-то смахивающий на режим с бомбой в CS. Ограничения по волнам нет, респаун быстрый, но есть жесткое ограничение по времени, где за 5 минут атакующей команде надо успеть взорвать 2 бочки с химикатами. Даже если атакующая команда взорвет одну, то таймер сдвинется снова в отметку 5 минут. Очень хороший режим для новичков, чтобы пристреляться и не гореть сильно со смертей из-за быстрого, в отличие от пуша, респауна. Из-за чего успеваешь привыкнуть к довольно приятному темпу игры, где иногда нужно сыграть осторожнее и подкрысить противников, а иногда действовать супер быстро и оперативно. Кстати, иногда от крыс здесь может пригорать. В том же пуше есть такие противники, которые умудряются залазить в нору под кроватью, в части комнаты, где находится тень, что хрен ты его увидишь. Таким мудакам не хватает еще одеялом накрыться, тогда точно будет заебись. Domination. Стандартный режим Domination из колды с 3 точками на карте, которые надо захватывать и удерживать. Этот режим классный тем, что тут очень интересно экспериментировать с разными конченными сборками оружия, которые в будущем можно использовать в основных режимах. Тут я чаще всего развлекался вот как раз таки с вот этими дурацкими сборками, игрой за пироманта и так далее. Другие режимы мне не очень нравятся, так как являются вариациями уже перечисленных. Например, Frontline. Это такая вариация режима пуш, где обе команды должны защищать свою точку, но и атаковать чужую, сдвигая линию фронта. В этом режиме, как по мне, из-за того, что обе стороны должны защищаться и атаковать одновременно, им дали больше территории для обхода. Из-за этого какой-то мудак у тебя может засесть буквально чуть ли не на спауне, убивая тебя и твоих тиммейтов. Плюс иногда дорога к центральной точке у противника более выигрышная, чем у тебя. У него может быть банально больше укрытий или вариаций захода на точку. Также режим Firefight, который является вариацией более тактического доминейшена. Только если ты погибнешь, то заспаунишься только тогда, когда твои тиммейты захватят одну из 3 точек, что звучит уже довольно как душная вариация. И режим Ambush, он же известен всем как VIP, это вообще хрен пойми что такое. Правила понятны. Одна из команд не должна до другой довести своего VIP до одной из 2 точек на карте.
Но проблема в самих картах Insurgency, они слишком разветвленные, поэтому если ты не угадал, каким маршрутом теоретически пошел противник, то не успеешь и шагу сделать, как раунд уже закончился. В общем, какой-то сумбур и бред. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, потому что, не знаю, может это лично мои какие-то проблемы с этими режимами. В целом заметно, что карты в Insurgency балансились, опираясь на режим Push, который является основным, в то время как другие режимы местами некорректно работают на этих картах. В целом карты мне очень нравятся. Они выдержаны в стиле Ближнего Востока, это может и показаться и однообразным, но при этом все они играются довольно приятно. Мои любимые карты как раз таки те, что сильно выделяются своим вайбом среди других. Это, например, самая новая карта Last Light, Тюрьма, это вообще, по-моему, шедевр, и Precinct. Теперь любимая тема для любителей помастурбировать на свои скинчики и сборочки. Прогрессия. И тут как бы не густо. За каждый матч вы получаете валюту, которую можете потратить на кастомайз. А с 25 уровня, который открывается очень быстро, вы откроете все классы и все оружие соответственно. То есть по факту почти весь арсенал открывается сразу, а кастомайз за валюту, которую ты зарабатываешь просто играя в игру. Ну а шо по микротранзакциям? Можно себе хотя бы Неймара купить или Снупдога или аниме-скины? Ну нет. Только аутентичные скины относительно сеттинга, что по последним тенденциям довольно редкость. Хотя есть бред вроде последнего обновления, где нам продавали байкера, но не придумали, как на него надеть противогаз. И это выглядит, супер всрато. В целом, поддержка Insurgency довольно грустная. Редко выходят обновления, где-то раз в полгода, и лучшая ситуация вряд ли будет, так как есть слухи, что разрабы делают новую игру. За все время, что я играю в разные шутеры, я для себя понял, что какая бы охеренная поддержка у игры ни была, это не заставит меня в нее играть и зависать там часами, если там не будет крутого геймплея. Ведь в первую очередь мы играем не в лайв-сервис, а в игру. И несмотря на, мягко говоря, слабую поддержку в Insurgency, я действительно могу отдохнуть и кайфануть от геймплея в целом. Крутой стрельбы, эстетики игры, звуков оружия, криков персонажей, криков в проксимити-чате всяких дурачков и размеренного темпа геймплея, что для меня является плюсом, так как лично я от динамики колды и насыщенности событий Battlefield быстро устаю. Если вы любите милитари-шутеры, то я вам настоятельно рекомендую попробовать Insurgency Sandstorm, учитывая, что игра есть в геймпассе как на ПК, так и на боксе, но если вы играете с консоли, то отключите лучше нахер кроссплей, ибо против ПК игроков вы просто не вывезете, потому лучше играйте без него, матчи и так довольно быстро ищутся. А какой был ваш опыт в Insurgency Sandstorm? Пишите в комменты, а если видос зашел, ставьте лайки. Играйте только в хорошие игры, всем пока!